Поскольку неизвестно, смотрели ли зрители этого видео вступление, я вкратце напомню некоторые моменты, связанные с общими вопросами построения сотки лучших художников. И прежде всего, что опять-таки означает это странное слово «лучшие». Лучшие для кого, лучшие чем? Лучшие в смысле лучшие в своем классе, в своем жанре, в своей эпохе и лучшие в истории. Для того, чтобы легче было обращаться с огромным массивом имен, я предлагаю использовать довольно простую систему классификации художников, поделив их на 4 большие класса: стилизаторов, специалистов, экспрессионистов и универсалов. Вкратце, что означают эти классы? Стилизаторы — это художники, превыше всего ставившие в своем творчестве личный индивидуальный почерк, собственно, стиль, которые меньше были заинтересованы в передаче действительности как таковой и больше хотели дать нам свой взгляд на мир, свое «я» донести через изображение. Специалисты — это художники, занимавшиеся одним конкретным жанром и в нем ставшие абсолютными профессионалами. Баталисты, маринисты, анималисты, портретисты и целый ряд более мелких дробных категорий. Экспрессионисты — это художники, нарушавшие правила игры, опережавшие свое время, как правило, и остававшиеся непонятыми своим временем, именно потому, что они считали главным в живописи выражение, силу выражения, доведение любой части картины, ее сюжета, ее формы, ее манеры до предела возможного. Касается ли это цвета, композиции, сюжета. И, наконец, универсалы — это художники всеобъемлющие, занимавшиеся всеми жанрами или почти всеми жанрами и оставившие самые глубокие следы в истории живописи. Это имена, на которые до сих пор ориентируются все, кто сам занимается живописью и кто любит живопись. Это некие вехи, маяки, которые указывают магистральный путь развития живописи. Без них живопись фактически перестала бы существовать. Вот эти 4 класса облегчают задачу составления 100 лучших художников тем, что позволяют увидеть, как человек, принадлежащий к одному из этих классов, может быть сравнен с другими. Потому что с точки зрения чистого мастерства сравнение, скорее всего, невозможно. Иногда даже как бы второстепенные художники при ближайшем рассмотрении того, как они работали, оказываются никем незаместимыми, абсолютно совершенными и потому несравнимыми. И только если сравнивать художников по категориям, по классам, можно получить более или менее объективную картину. Я сразу хочу объясниться, этот список не является сотней моих любимых художников. Это очень важно. Этот список претендует на определенную объективность. Конечно, полная объективность в оценке искусства невозможна, но приближение к такому взвешенному суждению — это идеал всякого эстетического рассуждения. Разумеется, в этом списке есть и мои любимые художники, и я порой использовал служебное положение, чтобы поднять своих любимцев немного, но в то же время я иногда включал в этот список имена, которые для меня лично не имеют большого значения, которые мне не близки, но которые объективно должны быть представлены в такой сотне, потому что они, опять-таки, незаместимы никем другим, и без них живопись бы просто не существовала. Целью этой сотки, которую составлял не искусствовед и не художник, а философ, является поиск ответов на вопросы глобального характера. Что такое искусство? Есть ли в искусстве прогресс?
Есть ли у искусства цель? Существует ли искусство сегодня или оно погибло? И, наконец, как выработать в себе художественный вкус? Что это такое? Каковы его критерии? Каковы те мастера, старые и новые, познание которых позволяет развить этот вкус? И, наконец, главный и самый трудный вопрос, на который ответ я вовсе не претендую получить в ходе этого исследования, но все-таки приблизиться к нему окружным путем, это вопрос, что такое красота. Именно живопись из всех искусств дает, пожалуй, наиболее яркие примеры, наиболее яркие документы истории красоты, и потому для ответа на вопрос о сущности красоты нужно обратиться именно в первую очередь к живописи. Развитие этого списка будет происходить снизу вверх, то есть от 100 и к 1, первому месту. Но это не значит, что художники, которые находятся внизу списка, особенно хуже, чем те, которые находятся, скажем, в первой десятке. Все, кто попал в этот список, являются по определению великими. Средних, второстепенных, малых здесь нет, только самые-самые. Ну, кажется, все. Поскакали. На почетном 100-м месте находится очень интересная категория, которую, кстати, обычно не включают в подобные списки. Это категория неизвестных художников. Художников, чьи имена нам неизвестны и никогда не станут известны. Люди, полностью растворившиеся во времени. И тем не менее, стоявшие во многом у истоков той живописи, которую мы считаем классической, живописью нового времени. Как правило, это художники древнейшие, начиная с первобытного наскального искусства, затем Древний Восток и античность, и в какой-то степени Средневековье. Хотя в Средние века мы уже знаем имена многих. Число неизвестных художников в целом превышает число известных, я думаю, на порядок. И то же самое можно сказать о ценности их работ. Первые художники по определению были люди нетщеславные. Они понимали, что их имена никогда не станут известны, никто никогда их не похвалит, и слава их не будет личной. Но именно в этом заключается их особое величие. Они создали живопись, и их пример, их работа, хотя иногда с огромным промежутком, если вспомнить, как поздно была открыта, например, наскальная живопись, через десятки тысяч лет вдруг они снова становятся известными, актуальными, ими снова восхищаются, но при этом мы не можем сказать, кто это, кому мы должны быть благодарны. Искусство, а живопись в особенности, была первым признаком, отделяющим человека от животных, и у нас, собственно говоря, вообще нет других способов узнать, когда, собственно, произошел этот революционный скачок, и где, собственно, человек, а где еще зверосущество, находящееся в переходном состоянии. Именно наскальная живопись является своего рода летописью очеловечивания. В ней мы можем фиксировать теперь уже с достаточно большой временной точностью, когда это произошло, где и каковы были этапы становления этого художественного очеловечивания. Одним словом, можно сказать, что именно искусство создало человека, а вовсе не труд, не разум, не прямохождение или какие еще другие известные гипотезы высказывались по этому поводу. Ну, наскальная живопись представлена во всем мире практически, на всех континентах, в разных эпохах, конечно. И охватить ее даже и вкратце невозможно, поэтому я снова остановлюсь на двух очень ярких конкретных примерах. Это две французские пещеры, Ласко и Шове, которые всегда приводятся в качестве своего рода первого масштабного художественного собрания, первой галереи
первой капеллы каменного века. И на примере этих двух пещер поясню, покажу, что интересует в первую очередь нас, как зрителей, в этих странных и до сих пор не вполне объяснимых произведениях. Проблема с первобытным искусством в том, что датировка ее очень приблизительно, условно, и в этой области постоянно происходят пересмотры, происходит критика. То, что казалось более древним, оказывается недавним сравнительно, и наоборот. Поэтому сказать, какая из этих пещер более древняя и потому является, скажем, исходной с точки зрения развития стиля и сюжета, практически невозможно. Считается, что Шове немного древнее, около 30-35 тысяч лет до нашей эры. Ласко 27-25, но в последнее время выяснилось, что некоторые ее участки также являются 30-тысячелетней давности. Поэтому я буду говорить о них не с точки зрения того, кто от кого произошел, тем более, что прямой связи между ними, скорее всего, и не было, а с точки зрения их особых черт, то, что в них наиболее интересно. Шове – это поразительный комплекс животных пейзажей. Хотя там нет природы, нет, скажем, фона, на котором происходит вся эта бурная деятельность, но обилие животных, их разнообразие и их особая выразительность позволяют говорить об этих настенных изображениях именно как о пейзажах, а не просто как о рельефах или как о анималистической живописи. Там представлены самые разные виды, хищные и травоядные. Там существуют и бизоны, и лошади, и мамонты, и львы, и медведи. И все это находится в полном и органичном взаимодействии. Сразу же можно поставить вопрос, как художники Шове решали вопрос пространства. Ведь самое интересное с философской точки зрения проблема, связанная с живописью, это проблема пространства. Как художник на плоскости создает иллюзию объема и глубины. В целом, Шове, как и большинство других пещер, показывает нам профили, силуэты животных. Но впервые в некоторых местах этой пещеры мы видим довольно смелые попытки преодолеть плоскость и показать нечто вроде зародыша перспективы. Обычно речь идет о так называемой скрученной перспективе, когда тело животного нарисовано плоско, силуэтно, но его голова, например, повернута как бы в полоборота, и тем самым мы видим некий зародыш представления о пространстве и о контурах, объемах животного тела. И, наконец, самая интересная деталь – это вот эта переправа, как я ее называю условно, а именно цепочка голов бизонов, которые, очевидно, плывут по реке прямо на зрителя. По-своему, это революционный момент. Впервые мы видим, как от силуэтности или скрученной перспективы происходит переход к смелому фасному, анфасному построению. Все это за 35 тысяч лет до нашей эры. Все это нужно помнить, держать в голове постоянно, когда мы смотрим на эти картинки. Мы видим, как мамонт с подчеркнуто пухлыми лапами карабкается на берег или на скалу, и как раз за мамонтом происходит вот эта цепочка голов бизонов или быков, которые плывут по реке, причем по диагонали, подчеркивая ее течение на зрителя, а с этой стороны, как бы с другого берега, на них смотрят львы или медведи, ожидая, очевидно, удобного случая, чтобы напасть на этих бизонов. Иными словами, здесь уже вполне продуманный сюжет, вполне продуманная композиция, а не только некие ученические наброски. И что еще обращает на себя внимание в Шове? Морды зверей поразительно индивидуальны. Они обладают, можно сказать, настроением, характером и даже личностью. Например, морда льва или медведя, трудно сказать наверняка, кто это, нарисована так, что кажется, будто он
морщится или чем-то недоволен, или брюзжит. То есть совсем не те качества, которые можно приписать подобному хищному зверю. И здесь впервые мы сталкиваемся с очень интересным вопросом, который до сих пор остается неотвеченным, а именно почему при таком обилии изображения животных во всех основных пещерных комплексах в них нет изображения людей. Ведь если, судя по этим рисункам, эти художники вполне овладели фигурой, почему же они не могут нарисовать самих себя? Во всяком случае, нет портретов людей. Есть портреты зверей, и эти портреты порой настолько детализированы, что как бы заменяют человеческое изображение. Например, этот лев или этот медведь, они прописаны настолько подробно, у них есть не просто глаза, рот, нос и уши, но у них есть также и настроение. Они выражают либо злобу, либо ожидание, либо страх. Обычно это касается изображений лошадей или быков. То есть эти изображения фактически являются антропоморфными, хотя изображают зверей. Почему так? Ясности нет, полного ответа нет. Есть много гипотез, этому посвящена обширная литература. Но, в общем, можно сказать так. Человек, как ни странно, боялся изображать самого себя. Тогда как животные, даже самые опасные, хищные, для него представлялись как бы более легкой задачей, более интересным предметом для искусства. С этим вопросом связан другой вопрос, тоже остающийся нерешенным, хотя существует значительная литература, множество гипотез по этому поводу, а именно вопрос о цели и назначении вообще всех наскальных рисунков. Обобщая разные мнения, можно свести эти ответы в три гипотезы. Гипотезу утилитарную, согласно которой все эти рисунки были предназначены для тренировки, обучения молодняка, приемам охоты, дать возможность начинающим охотникам распознать разные типы животных, чтобы он затем узнал их во время выхода на них с копьем или камнем. Вторая гипотеза заключается в том, что эти изображения носят религиозный характер, и животным поклонялись как более сильным, более опасным существам, или во всяком случае как представителям неких опасных духов, которых нужно было умилостивить. И, наконец, третья гипотеза, гипотеза эстетическая. Согласно этой гипотезе, цель и назначение этих рисунков было исключительно выразить окружающий мир и самих себя через искусство. Поиск чистой самодовляющей красоты. И более ничего. Долгое время первые две гипотезы были наиболее популярными, потому что они были проще, и они позволяли по-прежнему рассматривать первобытного человека как человека примитивного, лишенного развитого сознания, не имеющего больших запросов и в основном интересующимся только чем-то подручным, практическим, не заходящим ни в какие дебри метафизики или эстетики. Но я должен сказать, что я присоединяюсь к третьей гипотезе и считаю, что эти рисунки являются именно искусством, живописью, а не чем-то утилитарным или религиозным. Почему? Да потому что для утилитарных целей они слишком сложны и трудозатратны. Если уж нужно было показать молодежи, как выглядит, например, мамонт или лев, и как на него нужно нападать с копьем, то проще было нарисовать те же самые силуэты на песке, на земле, вырезать их на каком-нибудь дереве, и затем все это, опять-таки, было бы еще удобнее, потому что дело происходило на открытом воздухе, производить обучение, так как, например, обучают колоть штыком солдат на полигоне соломенные чучела. Религиозных представлений приписать этим изображениям нельзя, потому что они слишком реалистичны, во-первых. Во-вторых, они поразительно
не закончены во многих случаях. Мы видим, как одна и та же фигура постоянно повторяется тут же рядом, наслаивается на первый вариант. Мы видим как бы постоянные наброски, этюды, эскизы. Тогда как для полного религиозного ритуала необходим некий завершенный, совершенный артефакт, которому действительно можно поклоняться и который стал бы заменителем не существующего или не присутствующего здесь зверя. Здесь же мы видим не просто некую потребность в технически верном отражении того, что происходит во время охоты, но и желание получить долгоиграющий слепок с той реальности, с которой сталкивались эти люди в своей повседневной жизни. Неистребимого и неостановимого желания уже первых людей выразить себя в искусстве, выразить себя через форму, через линию, через цвет, через динамику этих фигур. Это кажется слишком простым объяснением и слишком модернизирующим этих нам плохо понятных людей. Но я думаю, что это единственно верный ответ, если учесть все разнообразие и рисунков, и сюжетов, которые появляются в этих пещерах, в этом периоде человеческой истории, или точнее предыстории. И Шове, и Ласко интересны еще тем, как остроумно использовано в них и пространство, и тот материал, на котором оставлены эти рисунки. Было бы просто, если бы рисунки были только на стенах или на потолке. Но мы видим и то, что рисунки оставлены даже на выпуклостях, на сталактитах, которые нависают с потолка. Использованы все, даже самые труднодоступные и неудобные для работы, и для рассматривания закоулки, складки, углы, что также, на мой взгляд, подчеркивает и подтверждает чисто эстетический характер этих работ. Художники уже тогда, уже первые художники, ставили перед собой все более и более сложные задачи, потому что рисовать на плоскости, очевидно, для них было уже неинтересно. Они быстро преодолели эту первую ступень, и им хотелось выпендриться и показать нечто необычное, показать владение всеми возможностями материала, всеми возможностями этой скальной породы. И сегодня, рассматривая эти изображения, можно сказать, что они действительно думали не только о конкретной фигуре, но и об ансамбле, о впечатлении от целого, которое должно было появиться у зрителя, когда он, очевидно, при свете факела или костра входил в эту пещеру и оказывался один на один со всей этой гурьбой, стаей животных. Именно эстетическая гипотеза объясняет, почему эти изображения, как правило, делались в тех пещерах, в тех помещениях, где люди не жили. И в Шове, и в Ласко нет следов пребывания людей длительного, связанного с кострами, с захоронениями, с хранениями неких продуктов. В них есть только рисунки, и потому сразу приходит в голову мысль, что они задумывались в каких-то исключительно ритуальных целях, когда и художники, делавшие эти рисунки, и зрители, которые затем должны были их рассмотреть, появлялись там нечасто, по каким-то особым поводам, в особые дни. И созерцание этих рисунков, так же как их создание, очевидно, было связано с целым рядом сложных манипуляций, инициаций. Это не было неким банальным времяпрепровождением, когда после охоты кто-то приходил и от скуки начинал рисовать, допустим, медведя или быка. Ясно, что полного разделения между утилитарной, религиозной и эстетической функцией в то время не было, поэтому какой-то след от каждого из этих факторов оставался внутри этих произведений. Но главная их задача, и то, почему они до сих пор оказывают на нас такое впечатление, несомненно, было эстетическим. И потому я не думаю, что помещение неизвестных художников каменного века в список 100 лучших художников является неким преувеличением или данью традиции. Как раз по традиции их забывают совершенно несправедливо.
Переходя к Ласко, следует сказать, что она несколько отличается от работ Шове тем, что в ней появляется определенная манера, определенный стиль. Звери Шове вполне реалистичны. Мы видим там головы и тела животных, которые сразу же можно отличить друг от друга, которые можно практически сразу классифицировать зоологически. И поведение их там весьма естественно. Например, мы видим там двух сражающихся носорогов, мы видим львов, лошадей, бегущих как бы табуном, что достигается благодаря их установке одного за другим. В Ласко представлены гораздо менее обширные виды животных. В основном это лошади и быки или бизоны. И мы сразу же замечаем, что художники Ласко были склонны к определенному маньеризму, говоря более поздним языком. И лошади и быки непропорциональны, они как бы слишком тяжеловесны, раздуты. Кажется, что они страдают излишним весом, что вряд ли было в действительности. И кроме того, их взаимодействие очень скованно. Они существуют как бы сами по себе, как фигуры. Их интерес не в том, что они изображают реальных животных в их повседневной жизни, а именно в том, что они интересны сами по себе, как символы. Поэтому их определенная нереалистичность, очевидно, была сознательной. Существует также конкретный переход от все более реалистических, детализированных и современных по технике, практически импрессионистических животных к сначала их упрощению, типизации, к в сущности неким смутным силуэтам и даже символам. Сначала к изображению стад людей, как правило, вооруженных копьями и луками, сражающимися либо друг с другом, либо с теми же животными. Наконец, через некоторое время все это приходит в столкновение. Мы видим животных наравне с людьми, затем только людей. И, наконец, собственно, первобытная живопись останавливается, как бы делает большую паузу. После чего, после многих тысяч лет, появляется уже живопись древнего мира. Какова была логика этого развития? Сначала реалистические животные, потом животные упрощенные, символизированные, затем упрощенные люди, затем люди все более и более детализированные и реалистически поданные, и, наконец, полная остановка и исчезновение вообще всякой живописи в пещерах, и затем через огромный промежуток времени уже первые культурные народы показывают нам уже совсем другие принципы живописи, другую эстетику и другие интересы в сюжетах. Вопрос этого перехода, он также загадочен, как и само появление первых рисунков, появление живописи. И здесь приходится констатировать факт, который еще много раз придется вспоминать затем. В истории искусства вообще и в живописи в частности нет никакого заметного прогресса. Поначалу это может показаться парадоксальным, но это действительно так. Потому что уже в этих конкретных первых, в кавычках, конечно, ранних работах заметно не только стремление к схватыванию в линии конкретного силуэта или формы, но и уже в тот древнейший момент откровенное появление абстракций. Именно в Ласко появились фигуры, о значении которых до сих пор идут споры. Это так называемые гербы, а лучше сказать квадраты, которые находятся в разных местах пещеры, иногда смешиваясь с изображением животных. Я бы назвал их настроечными таблицами, потому что они похожи на таблицы, которые раньше появлялись в телеэфире перед началом программ, как бы для настройки качества изображения. Они делятся на несколько полей и закрашены разными цветами. Что это такое и откуда такая
высокая степень абстракции у столь древних людей, непонятно, но по разным гипотезам это могли быть либо тотемы, либо своего рода палитры, на которых художники смешивали краски или ориентировались на них в темноте пещеры, чтобы не спутать разные тона. Но были и вполне прозаические объяснения, например, что это просто схематически изображенная западня, сетка или частокол, куда загоняли животных во время охоты. Но почему бы не представить себе, что это и есть первые черные, хотя они не черные, квадраты за 35 тысяч лет до появления черного квадрата Малевич. После пещер Франции, кстати, надо заметить, что наиболее интересные пещерные комплексы с рисунками зафиксированы в основном во Франции и Испании, что как бы намекает нам, что в этих будущих художественных сверхдержавах с самого начала концентрировались лучшие художники. Это, конечно, шутка, но как сказать. Делая прыжок в тысячи лет и тысячи километров, мы попадаем из пещер Франции в Египет. Египетская живопись – это тоже колоссальная тема, очень обширная. Я не собираюсь ее затрагивать во всем ее разнообразии, а возьму в качестве примера двух, опять-таки, анонимных авторов, известных по именам тех заказчиков, которых они обслуживали. Это художник Нибамуна и художник Хнумхотепа. Два разных провинциальных чиновника Древнего Египта, которые после своей смерти удостоились весьма роскошных гробниц, в которых художники эти анонимные создали, пожалуй, самые показательные, самые яркие примеры древнеегипетской живописи. Художник Нибамуна много чего написал, но обычно в истории его вспоминают благодаря так называемой сцене охоты. Мы видим, как сам Нибамун, и это, пожалуй, один из первых портретов, может быть, несознательных в истории живописи, стоя на ладье, в сопровождении дочери и жены, охотится на птиц, видимо, уток, в зарослях папируса, используя орудие, похожее на бумеранг. Уже сама по себе эта картина вызывает длительные размышления, потому что мы видим здесь типичную для Древнего Востока схему послойного решения пространства. Внизу река, в которой видны рыбы, затем заросли, решенные несколько схематически. Рельефно, профильно стоит сам Нибамун, его дочь и жена, а из зарослей, потревоженные ладьей, вылетают птицы. Но важнейшей деталью этой картины, хотя это скорее кусок стены варварски вырванный в свое время исследователями и вывезенный в Британский музей, где он теперь и находится, это кот, когтящий взлетающих птиц. Коты очень рано сделали большую карьеру. Отнюдь не в интернете только они стали самыми любимыми персонажами. Уже за 2500 лет до нашей эры они были звездами ранней живописи. И действительно, этот кот несколько выбивается из общей строгой стилистической картины, потому что он написан с претензией на некую пространственную вольность. Мы видим даже мускулы у него, сделанные пока еще очень наивно и приблизительно. Мы видим шерсть, и этот кот, в отличие от хозяина, показан в полоборота. Он как бы зависает на хрупком стебле папируса и пытается сразу схватить несколько птиц. Разумеется, эта картина мало реалистична, потому что он явно не удержался бы на такой хрупкой опоре, и вряд ли он смог бы ухватить столько птиц сразу, но именно благодаря этой определенной неправде, отхождению от физической реальности, мы и получаем впервые эстетическое впечатление. Это именно искусство, а не банальная хроника того, что действительно происходило на этой возможной охоте. Здесь же интересны также многочисленные бабочки, которые, очевидно, должны символизировать
обилие этих заповедных кустов, этого владения самого Небамуна, а может быть просто художнику хотелось вставить их ради красоты посреди в основном реалистического пейзажа. Что касается гробницы Хнум-Хотепа, то она принадлежит к более позднему времени, и она уже несет на себе определенное стилистическое развитие. Но и здесь также самым интересным является сцена охоты. Она уже более разнообразна. Здесь ловят птиц с помощью невода или сети. Здесь протыкают копьями бегемотов. И вообще живности здесь очень много. Но главное, что интересует нас с точки зрения развития, понимания пространства, это новые шаги в сторону большего углубления композиции. В этой сети птицы повернуты головами в разные стороны. Рядом находится, видимо, дерево акации, на котором весьма реалистически и тоже в разные стороны, в полоборота, показаны птицы. Причем можно выделить даже конкретные виды этих птиц. И в свое время, когда эту гробницу описывали, то были даже найдены точные соответствия с той фауной, которая свойственна этим местам. И вообще сама смелость, с которой решаются такие многофигурные композиции, показывает, что вопреки мнению о египетской живописи как о статичной, лишенной развития, однообразной и слишком уж строгой, мы видим на самом деле, что развитие было, хотя и очень медленное, и стиль все больше и больше сдвигался в сторону декоративности, умножения персонажей и своего рода поиска проблем на свою голову. Египетские художники, это касается не только этих двух конкретных захоронений, но и вообще многочисленных сохранившихся барельефов, настенных росписей, постоянно как будто нарочно ставили перед собой все более и более сложные задачи. Они сочетали рельеф и живопись, тем самым решая проблему пространства. Выпуклость создавалась непосредственным выделением рельефным тел, затем они раскрашивались с очень интересным подбором гамм цветов, и тем самым при определенном освещении они действительно казались живыми, объемными. Мы видим, как в древности вопросы, которые сегодня решаются с помощью чисто изобразительных средств, с помощью светотени, перспективы, решались своего рода гибридной техникой, сочетанием разных и даже порой трудно сочетаемых на наш современный взгляд приемов. Вот, например, охота на гиппопотамов или на крокодилов, где воздух или общее пространство дано с помощью узких вертикальных полос, на которых с невероятной точностью, с невероятным искусством вырезаны, выбиты листья, стебли, деревья, на которых живут птицы, и к которым подкрадываются некие непонятные животные, похожие то ли на лисиц, то ли на кошек, а внизу на ладье очередной крупный чиновник на охоте поражает с помощью своих слуг подводных животных с помощью копья. Все это раскрашено в очень стильном, изысканном, колористическом духе. Вообще надо сказать, что Древний Египет, пожалуй, наиболее изысканная территория в смысле своей цветовой гаммы и строгости решения фигур. Ни в античности, ни в, естественно, первобытном искусстве мы такого не находим. И лишь спустя многие тысячи лет подобная строгость появилась, может быть, в средневековом искусстве среди его лучших представителей. Поэтому, опять-таки, Египет в чем-то остался непревзойденным, и последующее открытие этих изображений в начале XIX века, несомненно, сыграло свою роль для вдохновления некоторых европейских, прежде всего французских художников к новым формальным поискам. Следующий прыжок уже не такой длинный по времени и пространству. Это прыжок из Египта в Древний Рим. Главная проблема с античной живописью
если говорить о Греции и Риме, в том, что она практически полностью погибла. Мы не можем судить об ее развитии с такой же полнотой, как о египетской. В то же время, к счастью, хотя для жителей этих 2-3 городов у подножия Везувия это отнюдь не было счастливым днем или счастливой ночью, после того, как их накрыло дождем из камней и пепла, но благодаря этой трагедии, следы которой, кстати, до сих пор продолжают обнаруживаться, совсем недавно были найдены новые тела, и даже некая запряженная конями упряжка, очевидно, они готовились эвакуироваться, но не успели. Там же были найдены и собаки, верно, очевидно, ждавшие хозяина, который не вернулся, и погибшие в потоках лавы. Одним словом, Помпеи – это уникальное окно в ту культурную среду, которая во всех остальных местах грандиозной Римской империи полностью исчезла или практически исчезла. Тем не менее, она дает нам лишь поздний и не совсем точный документ античной живописи. Греческая живопись погибла практически на 98%. Известно несколько всего македонских гробниц, где есть интересная настенная живопись. Правда, это уже довольно поздние произведения, и судить по ним о классической живописи, например, о самом известном греческом художнике Апеллесе, мы не можем. Но благодаря помпейским фрескам, помпейским росписям мы получаем возможность представить, как должны были выглядеть и греческие картины, потому что, скорее всего, эта живопись во многом зависима от греческих образцов, является их поздними копиями или, во всяком случае, их поздним развитием. Помпейские фрески очень разнообразны, потому что почти каждый крупный дом, каждая крупная вилла обладает особым набором фресок, росписей и даже рельефов. Поэтому, опять-таки, чтобы сократить необъятное, я буду говорить лишь о 2 из них. Самый известный дом в Помпеях с точки зрения художественной ценности – это вилла Мистерий. Называемая так, потому что на этих фресках якобы, возможно, мы думаем, изображены инициации, связанные с культом Диониса, с мистериями Диониса, но это может быть на самом деле просто репетиция домашнего театра. К этому есть тоже серьезные доводы. Что сразу бросается в глаза, так это мажорный красный фон, на котором происходит действие, очень изысканный, очень повышающий настроение. Кроме того, реалистичность фигур, если сравнить их с тем, к чему мы привыкли в Древнем Египте, например, здесь появляется уже скульптурная объемность, фигурность, которую мы привыкли ассоциировать никак не раньше, чем с поздним Средневековьем, а то и уже с эпохой Возрождения. Но тут же, рядом с этими, казалось бы, революционными шагами вперед, все время появляются некие наивные детские ошибки, странности и отступления от вроде бы высокого уровня искусства. И именно в этом странном сочетании ошибок и находок заключается особая прелесть помпейских фресок, помпейской живописи. В других домах можно обнаружить вполне полноценные пейзажи с очень тщательно выписанными деревьями, травой, птицами, где порой даже можно говорить о игре с воображением и глазом наблюдателя. Тут постоянно встречаются очень точные, очень яркие обманки, когда птицы сидят на нарисованных жердочках, на углах домов. Время от времени встречается настоящая почти перспектива в виде всевозможных барельефов, колонн, архитектурных элементов, поданных в трехмерном пространстве. Правда, не всегда удачно, но уже с большим замахом на будущее. Но главное в живописи помпейских стен, что бросается в глаза, это какой-то необычный, не похожий ни на предшествующую, ни на последующую живопись мазок.
Его трудно определить одним словом. Я бы сказал, что это ломкий мазок. Он похож на полупрозрачное стекло, на некий ледовый, на некую снежинку художественную, потому что он очень прозрачен, тонок, остер в своих краях и при этом удивительно точно моделирует обычно волосы или края одежды. Можно увидеть на складках ток его обычно. И рядом с этим хрупким, почти импрессионистическим мазком присутствуют довольно банальные ученические объемы, написанные небрежно или слишком густо. Поэтому кажется, что эти фигуры писали два разных художника одновременно. Но, скорее всего, это был один человек, и поэтому тут можно говорить о некоем столкновении стилей, о некой эклектике, которая вообще характерна для римской культуры во всем, не только в живописи. С одной стороны, явное влияние более высокой греческой культуры, куда входила и живопись, и тут же попытки некой самодеятельности, попытки самим сказать кое-что, добавить свои 5 копеек к золотой монете греков. И именно вот эта попытка и самим чего-то достичь, не обладая к этому достаточным талантом или способностями, создает вот этот курьезный, пожалуй, комический эффект, который порой используется сознательно. В одной из фресок Виллы Мистерий мы видим, как участники этих мистерий используют маски, и один из героев держит эту маску на вытянутой руке так, что она наслаивается на темную панель, очевидно, на стене. И если не сразу всмотреться в сюжет, то кажется, что это не маска в руке человека, а что сам сатир с выпученными глазами выглядывает в дверной проем или из-за угла и с изумлением смотрит на ту сцену, которая развертывается перед ним. Вряд ли это было сознательным решением, но получилось очень эффектно. Получился вполне комический сюжет. Как раз Помпеи снова приводят нас к интересному наблюдению о несоответствии наших представлений о том, как нужно делать искусство, и тем, как его делали древние. Я уже сказал, что римские художники пытались справиться с задачами перспективы, которую они, однако, не понимали еще до конца и в основном пользовались некими эмпирическими приближениями. Но тут же рядом, в тех же Помпеях, мы видим поразительные произведения, в которых все эти проблемы уже решены и решены вполне успешно, но они не связаны с живописью. Я говорю, конечно, о мозаике. Мозаика, на наш взгляд, это куда более трудоемкий, долгий и кропотливый процесс, тогда как живопись это все-таки достаточно быстрое искусство. И возникает вопрос, почему же римляне не использовали все эти открытия, которые они явно сделали в отношении мозаичного изображения, почему они не применили его к работе с красками? Возьмем самую знаменитую римскую мозаику, так называемую Александрову мозаику, где изображен эпизод из битвы при Иссе, тот момент, когда Александр Македонский настигает персидского царя Дария. Эта мозаика интересна тем, что она является, пожалуй, первым изображением этой битвы, которая затем часто повторялась в истории живописи разными художниками и в том числе некоторыми художниками, которые вошли в эту сотку. Поэтому я хочу, чтобы вы обратили на нее внимание, запомнили ее. Но дело не только в сюжете, а в том, что мы видим, как остроумно и глубоко решены все проблемы с восстановлением пространственной иллюзии. Уже здесь мы видим смелые сокращения, например, круп лошади, стоящей к нам спиной, вернее хвостом. Мы видим, как в полоборота развернута колесница Дария. Мы видим, как скачут лошади, и каждая из них обладает как бы своей конкретной позой, очень смело решенной. Мы видим множество предметов,
упавших на поле боя и расположенных в разных ракурсах. Одним словом, здесь вполне зрелое пространственное построение. Тогда как в фресках мы видим все-таки довольно еще ребяческие попытки совмещать углы, глубину, высоту. И тут-то и проявляется этот парадокс. Почему? Ведь мозаика это предполагает сбор камней или осколков, потом кропотливое их расположение так, чтобы они хотя бы напоминали какую-то фигуру. И при этом решение задачи глубины, поворота, перспективы. То есть более сложными средствами решается задача, которую обычно мы сегодня решаем с помощью живописи или фотографии, одним словом, с помощью плоскости, никак не связанной с фрагментацией изображения на элементы. И вообще многие другие мозаики из Помпеи показывают то же самое. Вот, например, крылатый гений или Купидон верхом на тигре. Сам тигр поражает своей точностью. Он собран, его морда собрана из тщательно подобранных камешков. Но самое интересное здесь это, конечно, обрыв. Обрыв, на краю которого стоит этот тигр. Здесь проблема светотени опять-таки решена с помощью тщательного отбора камушков, их расположения. И надо сказать, что такую точную техническую перспективу мы не увидим в ближайшие 1500 лет. И даже у лучших художников 15 века к ней существует только приближение. Есть также мозаики, где очень смело расположены птицы. Например, здесь мы видим голубя, который клюет или пьет воду, стоя к нам на 3/4. Мы видим, как решены морские животные с огромной точностью. Здесь извивающиеся щупальца осьминога, рыбы, плывущие в разные стороны. Мозаика была коронным номером античного мира. Пожалуй, более уже никогда не достигала такого развития, и сегодня мы смотрим на нее с изумлением, потому что то, что у нас сегодня выдается за мозаику, это не более чем унылое, ремесленное, слабое подражание. Вот еще одна загадка древней живописи, древнего искусства, что, решая те проблемы, которые мы сегодня решаем простыми приемами, они не упрощали, а усложняли задачу. То есть старались через длинный тернистый кружной путь прийти к тому же результату, к которому мы привыкли перескакивать одним прыжком. Вообще же, при рассмотрении многих сюжетов из Помпей кажется, что нас посещает дежавю, потому что многие вещи, которые мы привыкли ассоциировать со средними веками, особенно с эпохой Возрождения, уже присутствуют и здесь. Например, вот эти 3 грации. Уму непостижимо, насколько точно они повторяют, а точнее предвосхищают 3 грации Рафаэля, написанные спустя 1000 лет. Кажется, что это одна и та же картина, только в 2 разных манерах, на 2 разных материальных носителях. Причем я бы сказал, что древнеримский художник справился со своей задачей успешнее, чем итальянец. Здесь же мы видим, например, змею, обвивающуюся вокруг дерева, так что кажется, что перед нами эпизод с грехопадением, и рядом должны появиться Адам и Ева. Но, разумеется, это чисто языческий сюжет, и никакой связи с христианством он не имеет. И, наконец, поражает то, что в некоторых случаях мы присутствуем с уверенным построением пока еще зародышной линейной перспективы, со множеством ошибок, с отступлениями от правильных линий, но тем не менее, это уже вполне зрелая попытка овладеть пространством, которую мы опять-таки ассоциируем не раньше, чем с XIV-XV веком. Можно сказать, что художники зрелой Римской империи подошли вплотную к решению тех задач, которые затем долго, мучительно, об этом я еще буду говорить в дальнейшем, решались
прежде всего итальянцами, а также голландцами позднего Средневековья и раннего Нового времени. Одним словом, если бы не разрыв эпох, разрыв культур, то, возможно, та революция, которую мы связываем с Возрождением, произошла бы намного раньше и, возможно, с другими результатами. Это тоже заставляет нас помнить, что нет ничего нового под луной и что прогресс – это понятие противоречивое, как минимум. Возвращаясь в рамках все той же 100-й позиции неизвестных художников обратно в Египет, мы попадаем в маленький оазис, где в самом конце XIX века были обнаружены поразительные портреты, полностью изменившие представление о том, как развивалась конкретно портретная живопись, изображение человеческого лица. Речь идет, конечно, о Фаюме. Колоссальное событие и в истории живописи как таковой, и для тех, кто впервые увидел его в конце XIX века. Как я уже сказал, от греков у нас ничего не осталось, поэтому все наши представления о том, что собой являл, например, портрет в древности, эти представления были всегда очень смутными, предположительными, гадательными, и вдруг из ниоткуда, из небытия, из темноты появляются люди. И не просто люди вообще, а люди конкретные, имеющие имена, имеющие историю, имеющие даты рождения и смерти. Связано это с тем, что в Фаюме, который был в то время довольно крупным городом, оазисом эллинистического Египта, который уже подпал под римское владычество, в этом Фаюме смешивались разные традиции, и в том числе особенно интересующая нас греческая традиция живописи, поскольку Египет мы уже себе представляем, Рим тоже, а вот греки для нас неуловимы. И вот здесь мы впервые, и, собственно, больше нигде особенно, видим, что собой, собственно, представляла греческая живопись и почему о ней так пафосно отзывались некоторые современники и считали ее чуть ли не вершиной возможного совершенства. Только глядя на фаюмские доски или холсты в редких случаях, мы понимаем, что это действительно не болтовня и не самохвальство. Что это действительно тот уровень, дальше которого древность не пошла. Это портреты, которые выдержат сравнение даже с лучшими портретистами, с лучшими работами художников XIX века. Правда, как и везде, здесь работало очень много разных мастеров. Одни из них более совершенные, другие скорее ремесленники, лишь подражавшие более крупным авторам. Но тем не менее, даже ремесленные, более примитивные и более, кстати, восточные, более египетские версии фаюмских портретов тоже оказывают огромное эмоциональное впечатление, потому что сила этих портретов, помимо того, что в них мы видим вполне зрелую, привычную нам скорее по европейскому новому времени светотень, моделировку лица, колорит, собственно, строение. Большинство этих портретов написано в 3/4, что, как я потом буду говорить, оказалось довольно сложной задачей даже для мэтров просвещения и возрождения. При этом главная их деталь – это глаза. Казалось бы, глаза вроде не самая сложная часть человеческого лица. Для изображения их могут легко, достаточно успешно делать даже дети. Но здесь мы видим некую особую изощренность именно в изображении зрачков, глаз, в общем их выражении, которое порой спасает не очень удачное общее построение портрета. Все эти люди смотрят на нас, смотрят пристально. Некоторые из них насмешливо, некоторые грустно, некоторые вызывающие, но все они смотрят, все они живые. Этого нельзя сказать ни о египетских портретах, ни о портретах римских, хотя между фаюмскими работами и некоторыми лучшими фресками из Помпеи есть определенная связь, безусловно. Они явно принадлежат к одному культурному полю. И возможно, что и художники,
которые их делали, были выходцами из Рима. С другой стороны, есть версия, что наоборот, выходцы из египетских художников приезжали в Грецию и в Рим, чтобы там делать более выгодные заказы, и тем самым принесли свою технику, о которой мы опять-таки можем только догадываться, туда. В общем, полной ясности насчет того, кто принес этот стиль, кто создал эту манеру, кто был первопроходцем в этом убедительном, психологически достоверном изображении человека, у нас нет, но, безусловно, Файюм — это важнейший этап в истории специальной живописи, в истории портрета. Некоторые из этих людей кажутся абсолютно живыми, нашими знакомыми, друзьями. То же касается и женщин, которые могут поспорить по современности своей красоты с кинозвездами, например, 20 века. Файюм — это загадка, потому что непонятно, почему то, что чуть раньше было еще ребяческим, неуклюжим и неубедительным в Риме, вдруг стало таким сильным, глубоким и проникновенным в эллинистическом Египте. Каковы причины, побудившие художников открыть этот секрет, неясно. Файюм — это очередное нарушение устоявшихся представлений о том, что человек постепенно овладевал некими секретами самопознания и самоизображения. Возможно, что в каком-то смысле Файюм — это предельная точка психологического реализма, к которому мы вряд ли смогли кое-как приблизиться лишь в веке XVIII, а то и XIX. И при всем при том, это утилитарная живопись. Это всего-навсего маски для мумий, вставлявшиеся между бинтами и в таком виде хоронившиеся. То есть, по большому счету, это надгробные памятники, и всякий, кто бывал на современном кладбище, знает, какой ужас в стилистическом смысле, какую пошлость представляют собой современные надгробные памятники. Так почему же 2000 лет назад люди могли их делать как произведение искусства, и что мешает современному человеку отобразить память о своих погибших, умерших людях с такой же силой? Вот вопрос. В завершение 100-й позиции, которая несколько растянулась, но на то есть все основания, потому что мы говорим об огромном пласте малоизвестной, забытой живописи, нужно сказать о средних веках, но я не буду брать, как это обычно делается, какой-нибудь анонимный алтарь или часослов, хотя, безусловно, это также замечательные произведения. Я остановлюсь на предмете, который столь же загадочен, как и файюмские портреты, а именно на Туринской плащанице. Я думаю, что будет верным, если сказать, что это именно произведение живописи, хотя мы не знаем точно, как она была сделана, были ли здесь только краски, или это некая иная техника, может быть, связанная с огнем, со светом. Вообще, литература, связанная с происхождением, датировкой и технической стороной изготовления Туринской плащаницы, огромна, и также ее невозможно даже вкратце пересказать, поэтому я остановлюсь только на чисто эстетических сторонах этого явления, этого объекта, артефакта, и скажу, что в каком-то смысле это предшественник человека Витрувия Леонардо да Винчи. Он столь же соразмерен, гармоничен и является таким же образцом, идеалом человека, как и знаменитый рисунок Леонардо. Но в нем, по сравнению с леонардовским человеком, есть какая-то тайна, какая-то мистика, которую мы, я думаю, законно привыкли ассоциировать с средневековым периодом. Художник, который работал над плащаницей, хотел изобразить Христа, но не так, как это делалось до него, не с помощью объемов и линий, а с помощью некоего рентгеновского почти рисунка, где от него осталась бы не плоть, а только образ, нерукотворный образ,
почти чистый дух. И это ему удалось. Как это ему удалось? Опять-таки, мы не знаем. Попытки повторить то же самое производились, но дали не очень удачные результаты. И поэтому, видимо, приходится смириться с тем, что неизвестный художник по-прежнему смеется над нами, пытающимися разобраться, как же это было сделано, и говорит, наверное, только о том, что для этого нужна иная вера, иное настроение и иное отношение к собственной работе. Следующая важная группа неизвестных художников находится на огромном отдалении от предшествующих примеров на другом континенте, в Центральной Америке. Я говорю о майя и ацтеках. Обычно они редко упоминаются в изложениях истории живописи, но я думаю, это совершенно зря, потому что так называемые кодексы майя и ацтеков являются настоящими памятниками не только религиозной истории, истории мифологии или истории этих народов, но также и истории живописи. Говоря без лишних обиняков, именно майя и ацтеки в своих кодексах изобрели то, что мы называем кубизмом. И это не преувеличение. Стоит только взглянуть на несколько листов из, скажем, кодекса Борджиа, чтобы эта мысль, в общем-то, весьма простая, но почему-то я до сих пор не встречал ее ни в одном пособии по истории живописи, даже посвященном конкретно этим народам. Эта мысль почему-то не проскакивала. Может быть, я ее не заметил, или есть некий тайный текст, в котором они уже были заявлены. Пока я буду считать, что эта мысль пришла в голову именно мне. Но это действительно так, это не галлюцинация, потому что здесь мы видим все, что обычно ассоциируется с этой якобы сверхреволюцией в современной живописи 20 века, а именно разрушение привычного пространства, расплющивание его, складывание, выворачивание, всевозможные разрывы, сдвиги, переходы, углы. И все это притом не в каком-то переносном смысле, похоже на кубизм или напоминает кубизм. Это именно кубизм, потому что здесь и кубы являются основным геометрическим элементом, из которого построены все эти фигуры богов, животных и людей. И та цель, которую преследовали эти художники, явно была аналогичной целям французских и испанских художников начала 20 века, а именно вместить в плоскость как можно больше информации. Своего рода задача на самую плотную упаковку. Понятно, что цели художников майя или ацтеков были не чисто эстетическими, они были скорее религиозными, но для того, чтобы выразить тот факт, что каждый из этих богов или вождей заключал в себе, как ему и полагается, очень много разных свойств, очень много разных животных, очень много сил, способностей, достоинств. Никакого другого способа, кроме как буквально усадить его, как кактус, иголками, этими достоинствами, этими формами, этими головами животных, этими наборами оружия, этими ножами, шипами, топорами, хвостами и чем угодно еще. Именно поэтому эти изображения не всегда, правда, очень четкие, потому что время над ними поработало немало, но тем не менее заметными в своих основных очертаниях. Мы видим здесь, безусловно, кубистическое мышление, мышление авангардное, мышление, не скованное реализмом, и притом по-прежнему сохраняющее тесный контакт с реальным миром, с конкретными формами. И это можно видеть даже потому, что вверху обычно идут конкретные иероглифы, изображающие имя или бога, или вождя.
И затем как бы из этих букв, из этих стихийных первоначал, из этих элементов складываются уже целые живые фигуры. Можно долго говорить о том, как изображена здесь кровь, как изображены здесь шаги, вообще движения, которые совершают эти персонажи. Но можно сказать сокращенно, что здесь мы видим, как народы, не имеющие никакой связи ни с античностью, ни с Востоком, полностью заключенные сами в себе, абсолютно уникальные и самодостаточные, приходят в силу непонятных для нас и не очень-то уже даже интересных причин к открытиям в области формы, которые нам кажутся абсолютно современными, самыми-самыми новыми, свежими, потому что кубизм по-прежнему выступает в качестве некоего лекала современности в искусстве, в живописи, некой печати авангарда, его верительной грамоты. И когда мы смотрим на эти средневековые, ранние средневековые работы Центральной Америки, мы понимаем, что нет ничего нового под луной, во всяком случае в живописи. И это урок, который ведет к большей скромности. Прежде чем говорить, что такой-то совершил очередную революцию в искусстве, в живописи, что это беспрецедентно, что здесь впервые открыто новое измерение, что все прошлое взорвано, перевернуто и выброшено на помойку, нужно открыть эти кодексы, вглядеться в них и со скромным молчанием закрыть и несколько снизить градус риторики. На 99-м месте, и мы сразу от первобытных пещер и древних римлян попадаем в начало 20 века, в разгар модернизма.